последние годы строительная отрасль как всей страны, так и нашего региона переживает не самые легкие времена. Но строители духом не падают, они продолжают работать, продолжают решать свои проблемы и строить планы на будущее. Об этом и пойдет речь в сегодняшнем выпуске нашей передачи. Участие в этом разговоре приняли президент Ассоциации Тверское объединение строителей Виктор Грибалев и генеральный директор этой организации Александр Сипягин. А началась наша беседа с предложения подвести итоги работы в прошлом году непосредственно Тверского объединения строителей, то есть структуры, объединяющей более 400 ведущих строительных организаций нашей области. У нас есть проблемы с развитием строительного комплекса, но есть и моменты, которые мы успешно решаем. Вот к проблемам, которые мы успешно решаем, относится то, что у нас год от года остается, несмотря на сложное положение в отрасли, постоянное число членов нашей СРО, и оно растет. Вот в этом году, я думаю, что мы подойдем к цифре 440 членов. Это немало, надо сказать, потому что если брать все остальные организации нашего Центрального федерального округа, а их порядка 42 в 18 регионах, мы по количеству членов входим, наверное, в тройку-четверку самых лучших. Минувший год оказался богат для строительной отрасли нашей области на самые разные события. Поэтому вторым мы задали вопрос о том, какое из этих событий наши собеседники хотели бы выделить особо. Я бы, наверное, отметил одно из хороших событий. Это то, что все-таки мы в этом году помогли нашему колледжу поучаствовать в выполнении работ по гранту. То есть наши организации выполнили определенный набор работ, и в нашем колледже появился новый корпус производственный, в котором учащиеся и будущие наши работники будут получать более качественное образование. То есть мы попали в программу «Профессионалитет», и мы успешно получили этот грант. А вот как наши собеседники оценили результаты работы в 2025-м строительного комплекса нашей области в целом. Если оглядываться на прошедший год, то каждый год он проще не становится для строительного комплекса. Но тем не менее хочу сказать, что вот наша организация, она идет по пути, скажем так, по пути возрастания результатов ее деятельности за предыдущий год. Потому что если взять, к примеру, год 23-й, то мы всеми силами, имея в виду и наши коммерческие проекты, и бюджетные объекты, мы освоили 71 миллиард 851 тысячу. Если взять 24-й год, вернее 24-й год, то 82 миллиарда 524 тысячи. Я думаю, что вот этот год нам даст результаты с возрастанием процентов, наверное, от 6 до 10. Затем был задан вопрос о том, что могут наши собеседники сказать о ситуации в жилищном строительстве на территории нашей области, как оценивают его результаты по итогам прошлого года и перспективы на ближайшее будущее. Я считаю, что год 2025 для застройщиков был достаточно тяжелым. И это, наверное, самый не совсем минимальный показатель. Впереди, наверное, будет еще хуже. Конечно, грустно об этом говорить, но если сегодня ввод жилья у нас уменьшился с 250 тысяч квадратных метров до 180 тысяч, то есть практически, наверное, процентов на 40, то я думаю, что через 1,5 года, учитывая, что за 2025 год в городе Твери не было выдано ни одного разрешения на строительство, наверное, мы упадем еще больше. Конечно, это пессимистические прогнозы, и мы надеемся, что все-таки с приходом нового губернатора мы
Ну, начнем работать, наверное, более качественно, исполнять свои обязательства перед нашими строителями. Ну и ввод жилья у нас повысится и будет двигаться более высокими темпами. Пожалуй, ни одна другая отрасль экономики так не заинтересована во взаимодействии с органами власти, как строительство. Поэтому мы поинтересовались у руководителей Ассоциации строителей, какой помощи они ожидают от властьпридержащих. Нужно иметь в виду, что для того, чтобы нам успешно развиваться в дальнейшем, нам бы хотелось большего, наверное, контакта с нашей администрацией в том плане, что нужно строительный комплекс наш, областной, чаще привлекать к решению государственных задач. Это обеспечит объем подрядных работ для наших организаций. В свою очередь, это налогооблагаемая база региона, и с увеличением налогооблагаемой базы можно решать больше социально значимых для наших жителей задач. Это первое. Да? Второе, наверное, надо понимать, что вот действуя именно в этом направлении, мы улучшаем качество жизни наших жителей в плане развития социальной инфраструктуры, в плане ввода жилья, в плане большего участия наших организаций в строительстве, ремонте и в содержании автомобильных дорог, логистике и так далее. А вот что мы услышали в ответ на просьбу назвать вопросы, которые в настоящее время по-особому беспокоят наиболее крупные строительные организации нашей области. Это кадровая политика, раз. И, наверное, если взять застройщиков, то это земельные вопросы, то есть это отсутствие земельных участков, это проблемы с подключениями, это проблемы с прохождением документов, да, это проблемы. Да? А вот я бы отметил из положительных моментов, что многие хотели бы сегодня строить, потому что я знаю организации, которые на сегодняшний день имеют проекты, имеют землю, имеют определенный потенциал, но из-за административного ресурса где-то в какой-то степени стоят. Это очень плохо, потому что те деньги, которые могли бы работать на благо, как сказал Александр Николаевич, жителей нашей области и приносить налоговые доходы, они просто лежат в банках и не приносят никаких дивидендов. Ну, я бы сказал, что мы не перестаем работать над данными проблемами. В принципе, достаточно хороший контакт на сегодняшний день у нас с Министерством строительства Тверской области и даже непосредственно с нашим министром. То есть постоянно держим руку на пульсе. Сразу сломать ту систему, которая сложилась за последние непосредственно 6 лет, я думаю, что ее невозможно. Я думаю, что только кропотливым трудом совместным мы достигнем успехов. Поскольку разговор коснулся вопроса подготовки кадров для строительной отрасли, то мы решили уточнить, согласны ли наши собеседники с тем, что это вопрос многогранный и совсем не такой простой, как может показаться. Это действительно большой вопрос по кадрам. К сожалению, сегодня мы как буфером компенсируем недостачу этих кадров привлечением работников со стороны из наших дружественных республик. Хотя, конечно, нужно заниматься и подготовкой своих кадров. А для того, чтобы заниматься подготовкой кадров, строительство – это все-таки одна из таких дискретных отраслей, где, можно сказать, очень сложно решать вопросы постоянной загрузки. Вот тут с нашей администрацией хотелось бы поплотнее сотрудничать, потому что постоянные объемы, постоянная загрузка, она дает возможность решать как раз и кадровые проблемы. С подготовкой, с целевым обучением, с привлечением молодежи, с вовлечением в нашу профессию молодежи, начиная со школ. Вот если бы наладить эти вопросы, можно было бы многое чего решить. Плюс ко всему у нас есть проблемы, которые нам бы хотелось в этом году порешать, связанные с нашим дорожным строительством, с развитием предприятий стройиндустрии. Потому что, несмотря на нашу большую территорию, на наличие многих месторождений нерудных ископаемых, мы на сегодня пошли
подошли к такому моменту, что вот эти нерудные ископаемые, существующая система их реализации, являются самыми дорогими у нас в Центральном федеральном округе. Хотелось бы решать и эту проблему. Для решения своих проблем руководители Тверского объединения строителей пытаются использовать самые разные варианты. Например, такой. Недавно мы общались непосредственно на строе, это в Москве, с нашим непосредственно президентом Галушковым Антоном Николаевичем. И вот планы на следующий год – это посещение Антоном Николаевичем нашей области с возможным даже заключением договора о сотрудничестве, со знакомством с новым нашим губернатором. И я думаю, что вот данное посещение будет толчком каким-то для изменений непосредственно у нас в строительной отрасли. Ну и завершая беседу, мы предложили определить задачи на Новый год Тверскому объединению строителей как структуре и строительному комплексу нашей области в целом. Ну, добавить, наверное, можно что? На сегодня, как я уже говорил, у нас 433 члена. Я считаю, что возможности потенциального роста членов нашей ассоциации, они имеются. Я думаю, что одна из ближайших задач, вот вырасти бы нам до 500 членов. Ну и второй момент, который вообще очень интересен, и хотелось бы, вот из 433 наших членов, большинство наших организаций, они имеют возможность выполнять контракты до 90 миллионов. Вот если брать более крупные организации, то до 500 миллионов могут выполнять 102 организации, до 3 миллиардов 21 и свыше 10 миллиардов всего 3. Вот нам бы хотелось, чтобы потенциально наши члены вырастали в возможностях, значит, каким-то образом выполнять контракты с большими суммами. То есть это кадровый потенциал, это возрастание производственной базы и так далее и тому подобное. Это даст возможность нам реально влиять на развитие экономики в нашей области в большем объеме, потому что на сегодня строительная отрасль дает от 12 до 14% валового дохода. Ну и где-то, наверное, примерно столько же по налоговой базе. А дело в том, что увеличивая наш потенциал, мы могли бы в большей мере участвовать в программах, в адресных инвестиционных и так далее и тому подобное, в программе по переселению из ветхого аварийного жилья, потому что тут потенциал еще есть. Нам нужно порядка 42 тысяч квадратных метров освоить в первом этапе по строительству жилья для переселения. Нам нужно больше, чем на 60% увеличить освоение по адресной инвестиционной программе в целом по области. Это задачи, которые нам по силам и которые хотелось бы выполнить.